Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music, с вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре синтезатор Behringer Wasp Deluxe. Behringer продолжает нас радовать своими бюджетными клонами легендарных синтезаторов, и это не исключение. Это клон синтезатора, который был выпущен в конце 70-х компанией Electronic Dream Planet, и он также назывался Wasp, и по дизайну он был практически идентичен. Ну и начнем с осцилляторов. На борту у нас два осциллятора, как я уже сказал, они цифровые. Первый осциллятор имеет три формы волны. Это пилообразная волна. Вот ее диапазон. Да, вот это у нас крайняя нота. Далее у нас идет квадратная волна. Причем квадратная волна здесь очень интересно реализована. У нас здесь есть пульс-модуляция. Вот когда эта крутилочка у нас повернута до конца по часовой стрелке, то у нас она является прямо идеальным квадратом. А когда мы ее поворачиваем против часовой стрелки, мы смещаем ее длину, то есть у нас получается пик становится уже, чем впадина. Таким образом меняется ее тембр. К сожалению, невозможно модулировать движение этой ручки, и невозможно сделать вот эти классические тембры пульс-модуляции здесь, как, скажем, на мини-муге, но они предусмотрели эту ситуацию и сделали отдельно форму волны, которая называется ENH. И она как раз является квадратной с пульс-модуляцией и уже с каким-то встроенным LFO, который, собственно, двигает эту модуляцию. Вот в низком диапазоне особенно хорошо это слышно. К сожалению, опять-таки, на глубину модуляции и скорость мы не можем никак влиять, то есть что есть, то есть. Второй осциллятор является абсолютно идентичным первому, с единственным исключением, что у нас здесь есть еще дополнительная ручка Pitch, которая позволяет нам настроить этот осциллятор в интервал с первым осциллятором. Вот сейчас у нас звучат в унисон оба осциллятора. Можно сделать такой легкий детюн. Можно настроить в интервал, например, в кварту или в квинту. Ну, либо вниз. Также у нас здесь есть на борту генератор шума. Это не совсем белый шум, по звучанию он такой более, скажем, более темный, имеет меньше высоких частот. Но, тем не менее, он здесь есть. И еще одна ручка, которая у нас регулирует громкость внешнего звукового источника. То есть вот через вот этот вот вход можно подключить внешний звуковой источник и пропустить его через фильтр и огибающее. На борту у нас имеется фильтр, который имеет 4 режима работы. Первый режим — это Low Pass. Давайте его послушаем. Причем резонанс у нас сейчас был на нуле. Давайте резонанс откроем на 50%. Такое вот жирное звучание. И теперь резонанс на максимум. К слову сказать, у резонанса здесь, к сожалению, нету самоосцилляции, но при этом, если мы, например, включим только один нойз и резонанс на максимум
откроем, а фильтр примерно на 50%, то мы видим, что у нас клавиатурой мы можем управлять частотой среза фильтра и играть, по сути играть как еще одним дополнительным осциллятором. Вот такая вот интересная фишка. И давайте теперь вернемся снова к нашему звуку осцилляторов и перейдем ко второму типу фильтра. Это band-pass фильтр. Band-pass фильтр, для тех, кто не знает, это полосовой фильтр. Это вот резонанс на нуле, 50%. И 100%. Следующий тип фильтра — это notch-фильтр. Notch-фильтр — это когда вырезается очень узкая полоса частот, и он используется в тех случаях, когда вам нужно вот очень точно хирургически какую-то одну частоту вырезать. Вот давайте послушаем, как он звучит. Это резонанс на нуле, 50%. И 100%. И последний тип фильтра — это high-pass фильтр, то есть мы здесь вырезаем низ и оставляем только верхние частоты. Вот сейчас резонанс на нуле. %. Теперь поговорим про огибающую амплитудную. Она у нас состоит из трех элементов. Это атака, дикей и сустейн. Причем дикей, он также служит релизом. Вот сейчас у нас атака на минимуме, дикей на нуле и сустейн на максимуме. Собственно, звук у нас просто открывается и закрывается при нажатии клавиши. Давайте теперь сделаем дикей какой-то длины небольшой и сустейн сделаем поменьше. Вот дикей совсем короткий. Вот длинный. Давайте сделаем атаку подлиннее. В общем, весьма гибкая, огибающая. Здесь вот есть очень интересный рычажок Envelope Hold. То есть, когда мы его включаем, у нас, по сути, открывается гейт, и звук у нас длится бесконечно, пока мы его не выключим. И это очень хорошо для дронов. И в таком случае мы можем уже манипулировать фильтром, LFO и прочими параметрами. И те, кто любит ambient дрон-музыку, они найдут эту функцию очень полезной. Также здесь есть очень классная функция. Это то, что огибающая может работать в режиме LFO. То есть мы вот, когда делаем sustain практически на минимум, у нас здесь ручка делает такой клик. Вот, и мы включаем этот режим LFO. То есть огибающая у нас теперь работает как LFO. То есть, опять-таки, включая режим Hold, то есть режим дрона, мы можем управлять этой огибающей в режиме LFO параллельно. То есть эти две функции взаимо не исключают друг друга. И делать всякие интересные ритмические фишки.
Теперь перейдем к огибающей фильтра. Она у нас состоит всего лишь из двух элементов. Это атака и decay. И также у нас здесь есть очень интересная ручка Delay. Давайте разберемся. Ну, атака и decay, с ней все понятно. Как быстро он открывается и как быстро он закрывается. Вот decay добавили, закрывается медленно. Decay убавили, закрывается быстро. Вот атака длинная, он открывается медленно. В общем, все ожидаемо. А вот если мы увеличим параметр Delay, то фильтр у нас будет открываться не сразу, а через какое-то время после нажатия клавиши. Что может быть весьма полезно в каких-то ситуациях. И также здесь эта ручка у нас имеет вот такой вот клик в крайнем положении против часовой стрелки, и она переключает нашу огибающую также в режим LFO, как и амплитудную огибающую. И здесь вот очень интересно, если мы, например, обе огибающие в режим LFO включим, то у нас получаются весьма интересные ритмические какие-то фигуры. То есть мы можем в разном ритме настроить обе этих огибающие и получать вот всякие интересные штуки. В общем, можно экспериментировать бесконечно и находить какие-то клевые ритмические сочетания. Также на борту у нас имеется LFO. LFO — это генератор низких частот, который нужен для управления параметрами. Здесь у нас есть несколько различных типов форм волн. Это синусоида, это два варианта пилообразной волны, восходящая и нисходящая квадратная волна, шум и также рандомная. Вот давайте их послушаем. Мы можем при помощи LFO модулировать здесь pitch и фильтр. Вот для начала давайте посмотрим pitch. То есть, по сути, мы делаем вибрато при помощи синусоидальной модуляции высоты тона. Вот этой ручкой мы регулируем скорость колебания LFO. А вот этой ручкой глубину модуляции питча. Интересно здесь сделано, что когда мы глубину модуляции выставляем на максимум, и когда мы устанавливаем форму волны квадратную, то у нас получается модуляция скачет между двумя значениями. Это между тоникой и квинтой. Что, по-моему, очень классно, и это можно применять в музыкальных каких-то тоже контекстах. Например, опять-таки в режиме дрона. То есть мы можем, опять-таки, сочетать вот эту модуляцию и с модуляцией фильтра, когда мы используем огибающую в режиме LFO. Также здесь есть у нас ручка Glide, которая, как и на всех синтезаторах, позволяет плавно перетекать от одной ноты к другой. И в сочетании вот с этой с модуляцией питча квадратной волной
она будет как бы сглаживать вот это вот колебание. Давайте послушаем. То есть весьма интересные фишки здесь можно делать. А теперь давайте перейдем к модуляции фильтра при помощи LFO. Регулируется глубина модуляции при помощи этой ручки. И, собственно говоря, все вполне ожидаемо. В зависимости от выбранной формы волны фильтр у нас будет открываться и закрываться именно под влиянием LFO. Также здесь есть один из вариантов формы волны noise, то есть мы можем модулировать фильтр нойзом и получить тоже достаточно интересные варианты. Ну и, конечно же, у нас есть рандомная форма волны. А если мы рандомную форму волны направим на модуляцию питча и сделаем повыше скорость, то у нас получится что-то отдаленное, напоминающее то, как говорит R2-D2. Одно из интересных новшеств, которое Behringer ввел в этот синтезатор по сравнению с оригиналом, это вот этот вот такой миниатюрный патч-бэй в духе Еврорек стандарта. Здесь у нас есть два выхода каждого из осцилляторов и вход внешнего инструмента. И это на самом деле очень интересно. Ну, про вход внешнего инструмента я уже сказал. Вы можете подключить все, что угодно, хоть радио, любой другой синтезатор, и пропустить его сигнал через фильтр. Но если мы возьмем выход одного из синтезаторов и сделаем фидбэк и пропустим его снова через вот вход внешнего инструмента, то мы можем еще дополнительно ужирнить звук. Вот давайте попробуем. Сейчас у нас оба осциллятора звучат включены на максимум. Я втыкаю выход первого осциллятора на вход внешнего инструмента и буду сейчас постепенно добавлять его громкость. Стало намного жирнее. Вот без него и вот с ним. И также можно второй осциллятор включить на вход внешнего инструмента, и тогда будет ужирневаться, скажем так, второй осциллятор. То есть, на мой взгляд, это достаточно такая интересная фишка, которая добавляет дополнительные какие-то возможности этому синтезатору. Хочется сказать, что при кажущейся своей простоте, то есть у нас здесь всего два осциллятора, одно LFO, один фильтр, две весьма простые огибающие, но здесь есть очень много вот этих вот фишечек, которые позволяют сделать очень таким насыщенным и разнообразным тембр звучания этого синтезатора. То есть у нас здесь есть несколько форм волны LFO, у нас здесь есть noise, у нас здесь есть random. Мы можем обе огибающие использовать в режиме также LFO. Здесь есть режим дрона. То есть на самом деле много различных вариантов модуляции и создания интересных классных тембров. Плюс вот этот небольшой патч-бэй
с возможностью делать фидбэк и ужирнять звук. То есть на самом деле при всем вот этом вот внешнем, скажем, простом обличии это очень глубокий и классно звучащий синт. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч. Пока. Теперь перейдем к обегающей. Оббегающей. Хочется отметить, что при своей кажущейся простоте, в общем, можно экспериментировать бесконечно и находить какие-то клевые ритмические сочетания. Офигенно. Есть еще что-то? Да, еще про LFO не сказали.